Вопрос активации рун, рунных формул, ставов, от чего более всего зависит эффективность и точность, каковы наиболее частые причины косяков. Во-первых, эффективность зависит, являетесь вы оператором рун или вы являетесь пользователем рун. Оператор рун — это тот, который прошел активацию, и рунические знания или активация прописалась на уровне ДНК. Поэтому через свою вибрационную клетку он может через свои вибрации, на клеточном уровне, ментально и всем своим телом, и всем своим духом уровень ДНК — это не только уровень, записанный на нашем скафандре, но он еще прописывается на уровне духа. То есть, иными словами, дублируется. Поэтому, если после активации рун родится ребенок, у него будут прописаны на его полях руны, и он, в принципе, будет уже иметь определенные задатки на уровне ДНК. В некоторых случаях дух воплощается в это тело, но не помнит, что, например, в прошлых воплощениях работал с рунами, а в этих воплощениях, допустим, нету. И тут бац, и руны поперли. И четко понимаешь, что это не дань моде, а действительно руны влекут. Вот тут тогда нужно с уровня духа прописать активацию на уровень тела, чтобы произошла гармонизация ДНК духа и ДНК тела. Вот здесь вот получается, что оператор рун, он уже косяков не может сделать по той простой причине. Он может экспериментировать, а косяки не получится, потому что руны имеют такой эффект сонастройки в зависимости от обстоятельств. После активации рун человек становится уже на уровень магического сознания. Это граница между трехмерным и четырехмерным сознанием. Это целый процесс. Первый тир — это вспоминаются все данности, которые есть в человеке. Второй тир идет уравновешивание. Третий тир учит работать уже с тонкими телами, с тонкой материей и даже воплощать. И уже достаточно хорошей мысли, плохой мысли оператора рун, и это идет на воплощение. В нашем теле, по сути, пишутся формулы в зависимости от нашего ментала, от нашей мысли. Пользователь рун, вот тут другой момент. Пользователь рун, у которого не активны эти качества, ему нужно делать сначала диагностику. И тот, кто, например, берет формулу без диагностики своего энергетического состояния, я имею в виду пользователь, то у него, конечно, будут косяки. Могут ли быть косяки у магов? Нет, не могут. Это могут думать так пользователи рун. Маг создал определенную формулу по диагностике для глубинного изменения. Человек не хочет меняться, и у него начинаются косяки, так называемые. Например, хочу миллион в лотерею, а миллион в лотерею не получается, потому что для этого нужно что-то отдать. Потому что человек не готов платить изменения. То есть любые формулы, любые изменения всегда нужно понимать, какова цена. Поэтому
основная причина косяков или неэффективность запущенных формул или ставов – это сопротивление самого человека заплатить цену за проявление. Потому что, платя мастеру рун за изготовление амулета, это всего лишь навсего отсечение энергии. Для того, чтобы получить или чтобы неожиданно навалился успех, нужна какая-то цена, какая-то плата. Как правило, руны требуют духовные изменения. Нужно поставить вопрос, для чего нужны деньги. Денежная энергия – это совершенно иная программа. То есть перепрограммировать денежную энергию с помощью рун нет, можно перепрограммировать потоки. То есть привлечь жизненную удачу или отвлечь жизненную удачу. Для рун нету черного, белого. Точно так же по здоровью. Ребята, если у вас, допустим, вы пишете рунный став на уже проявленную хроническую болезнь, да, но он что-то поможет, может даже обезболить. Но обезболит в первую очередь ваша вера внутри, в башке. Руны работают с тонкими полями, с физическим телом, когда это уже вылезло. Поздно пить боржоми. Ищите другие способы лечения. Руны могут ускорить регенерацию ткани, но если вы не будете мазать ранку зеленкой, она не заживет. Если у вас сильно болит голова и вы на лбу себе там высечете руны, голова не пройдет, она будет болеть, еще даже от того, что вы сделаете насечки. Поэтому комбинируйте. У меня, например, когда болит нога, я пью обезболивающее, но я ставлю руну, чтобы снять симптомы, последствия. Вот и все. Но резкую боль я не жду когда, потому что руны работают в оттяжке со временем. Вот это ходить, мучиться, руны мне помогут. Ребята, ну давайте не будем в этом плане фанатиками или заниматься бредом. Симптомы, если у кого-то постоянные мигрени, да, можно создать определенный амулет, который будет способствовать этому. Но если вы будете носить амулет и говорить, амулет мне поможет, и не будете в этом, чтобы снять резкую боль, не будете в сумочке носить обезболивающее, врачи лечат скафандр, руны биополе, тонкие тела. Ну, я бы еще сказал более грубее, лечат мозги.